Всем доброй ночи, если точнее, доброго утра. Я хоть себе и даю каждый день клятву, что я сегодня точно отдохну, но не получается, очень много работы. Но это не важно. Главное, чтобы людям это помогало. Когда я читаю, что у людей проходят очень тяжелые такие моменты, когда я читаю, что, знаете, людей обошла стороной и Фемида, имеется в виду судебная система, когда у людей все хорошо становится, ты понимаешь, ради кого работаешь. Я вам скажу, дорогие друзья, честное слово, у меня бывает иногда усталость, и мне кажется, что творческое выгорание, мне так кажется, и я начинаю думать, может мне перестать просто столько дарить, и хватит уже, потому что столько неразумных, столько дешевых людей уже появляется, это действует на нервы. Особенно зимой много, зимний период, потому что я уставшая, и энергия, именно моя энергия личная, она как бы слабеет, устает. И если ты все еще отдаешь работе, то для себя, именно для себя привлечь что-либо трудно. И в зимний период приходит очень много такого не очень разумного народа, что ты начинаешь уже, у тебя уже начинается невроз реальный. Но когда я представляю, что переставая это делать, я накажу хороших людей, я себя начинаю корить за малодушие. Я никогда не была малодушным человеком. Если бы я была малодушный человек и боялась всего, мне очень много делали зла и по-всякому пытались меня просто уничтожить и остановить. И в моей деятельности в том числе, когда я в школе работала, дети, раскрыв просто рты, меня слушали, потому что я хороший историк. Я рассказываю историю не голыми цифрами и датами, а судьбами людей. И, естественно, я была интересна детям, и они меня слушали, очень любили. И когда меня буквально травили там, тайком крали личное дело детей, это вообще судебное дело почти, подсудно на самом деле. Но зачем мне нужны были личные дела детей? Что я их собиралась продавать или что? Я же понимала, что это делается нарочно, чтобы я просто ушла. Я помню, я маме сказала, вот дети настолько не хотят меня отпустить, что я ради них хочу просто сражаться, насколько возможно, воевать и остаться в школе. Но потом я поняла, что просто, настолько уже такие мерзкие вещи творили эти так называемые интеллигентные учителя. Когда я оставила телефон в сумке и пошла, значит, на урок, и забыла свою сумку с телефоном в учительской, и они влезли в мой телефон и обзванивали знакомых, и спрашивали обо мне, вот, можно ли у вас узнать какие-то подробности ее личной жизни. Когда это уже начали делать зауч и директор школы, я просто поняла, что тут собраны просто конченые существа, мне там делать нечего. Вы можете представить, до какой степени дошло? Я думаю, дети детьми, да, но сражаться здесь, вот так, нервы свои поганить, портить, такой ценой работать не хочу. Но когда я предоставлена сама себе, когда я сама себе начальник, сейчас, вы не думаете, что это легко и просто. Может быть, человек, который работает на заводе, 100 раз счастливее меня, потому что он приходит, отдыхает, у него душа спокойна. А меня всячески пытались травить. Сейчас уже меньше, потому что поняли, что бесполезно это все. Но одно время и чего только и доносы. Такие абсурдные вещи вы даже представить себе не можете. Просто вплоть до того, что я рожаю детей, суррогатная мать, и продаю этих детей тайком. Понимаете, вот до такой степени уже низкие, грязные, подлые, такие вещи, что просто не описать словами. Благо закон вышел, что если твои эти доносы не имеют почвы, если еще раз ты напишешь, могут начать проверять тебя. То есть
есть такая статья за введение заблуждения органы дознания. Знаете, такая статья существует. Это для тех вот этих вот доносчиков, которые очень любят доносить на тех, кто лучше них. И вот в такие моменты начинаешь думать, ну, на кого я трачу свою силу, энергию? Мне, правда, вот дурно и противно становится. А потом ты понимаешь, что... А ведь они того же и добиваются, чтобы ты как бы устала и отошла в сторону. Но а кто потеряет от этого? От этого потеряют хорошие люди. Вспоминая себя в какие-то очень тяжелые годы, понимая, что вот в тот момент мне как раз нужен был сильный человек, потому что я была молода еще, я еще многого не понимала в этой жизни. Если бы мне встретился такой же сильный человек, меня просто вытащил бы из ада, я была бы ему очень благодарна. И я понимаю, что есть такие люди, у которых действительно пока еще молодость, неопытность и очень тяжелая ситуация. И если я из-за таких подлых людишек отвернусь от хороших людей, то это будет действительно неправильно. Вот поэтому продолжаю это делать, дорогие друзья. Я работаю, я дарю для хороших людей. Для того, чтобы у хороших людей был шанс. А отходы, человеческое удобрение, как я их называю, они всегда были, есть и будет. Всех сильных людей травили веками, и они выдерживали и не такое, как я. Так что, что сказать? Я работаю для вас, я работаю для достойных людей, для людей, которые достойны моей помощи, и для их детей, для их поколений, которые еще придет. Это все я оставлю вам. Это я с собой не унесу, это уже отдано миру, это уже людям отдано, это уже принадлежит миру. Единственное, что я прошу всегда отметить мое авторство, для того, чтобы люди понимали, кто это создал. Не ради своей славы, а потому что так надо, потому что это правильно и справедливо. И единственное, что я прошу у меня не воровать и не продавать мои работы. На это вы не имеете никакого права. Если бы надо было продавать, я бы сама продавала. Но если я дарю людям, а вы их продаете, на них хотите заработать, я вам, конечно, набью морду. Это 100%. Пойдемте далее. Дорогие друзья, о силах зла. Дело в том, что наш мир в данный момент под властью злых сил, не добрых сил. Но я об этом рассказывала, говорила. Я хочу, чтобы перед тем, как сделать этот ритуал, вы нашли в Ютубе мою лекцию. Называется «Врата зла. Ты раб или свободный». Вторая лекция называется «Плата за удачу, добро и зло». Третья лекция называется «Бог существует». И четвертая называется «Почему Бог меня не слышит?». Далее «Заговор или молитва». Вот я просто рекомендую вот эти все 4 лекции прослушать. Я попрошу опять же Натали, она слышит всегда мои ролики, и она всегда находит эти ссылки, ставит внизу. Я не знаю, как это делать, честно говоря, с техникой на «вы», пока еще времени нету осваивать. Спасибо ей большое. И вообще спасибо всем, кто ведет мои каналы, кто создает их, кто... Спасибо вам, ребята, спасибо. Я вот не люблю это выражение «ребята», но в этом случае я вам говорю, потому что это действительно уважительное отношение к моему труду, ко мне. И поверьте мне, это не только мне нужно, это нужно миру, вы для людей делаете. И кроме того, вы благословение этих сил берете на свою сторону. Все, кто это делал, за очень короткое время у них очень много изменилось в жизни. Очень много. Одна, которая ведет, не буду я ее называть, она на Украине живет человек, и ее любимый человек, который в Грузии в очень страшную ситуацию попал. И вот именно благодаря тому, что она так предана этим силам, я считаю, он просто вернулся с того света, хотя шансов не было вообще никаких. И она улетела сейчас в Грузии, находится. Она очень счастливо себя чувствует, помогает ему, она рядом с ним. Достойна уважения, я считаю.
Но я еще раз говорю, что вот такие вот вещи, которые происходят, да, вот просто чудеса в вашей жизни, они не случайны. Надо уважать источник. Уважая источник, вы уважаете те силы, которые это дали. Невозможно, дорогие друзья, в душе имея гниль, в душе имея неуважение к человеку, который вам это дает, добиться успеха. Даже если вначале вам помогут, потом перестанут помогать. Просто уважение. Ведь от вас никто ничего никогда не просил. Сколько раз мне говорили, можно вот дайте карту, я хочу отблагодарить. Я всем запрещала. Я говорю, народ, я беру плату за свой труд. Деньги должны быть заслужены, они мной заслужены просто до мельчайших подробностей, до последней копейки они заслужены настолько, что вы даже не представляете. Я беру один раз плату, но всю жизнь помогаю человеку. У меня никогда не было такого, что вот еще раз заплати, еще раз дайте. Столько, понимаете, плата нужна, потому что вы должны расплачиваться, чтобы уважать труд. Тем более, что эта плата возвращается очень быстро, потому что силам нужны не ваши деньги, а ваша решимость, да, уважение. И поэтому я всегда говорю, я деньги зарабатываю, я не хочу вот таким образом. Если вы что-то дарите мне, я с благодарностью принимаю и это показываю, это другой вопрос. Так вот, о чем я говорю? Что в отличие от всех остальных, кроме вот этого вот балабольства, знаете, ни о чем. Потом, вот, поддержите канал, дайте деньги, вот вам карта, дайте деньги, вот я вам чистки провожу через экран, дайте деньги, подключение рекламы и прочее. В отличие от этих всех людей, я на первое место поставила человека и его трудности, а потом уже свои нужды. Я сама о своих нуждах думаю. Никогда в жизни не была дешевкой, которая ходит, там, просит денег, просит поддержки там, каналов и так далее. И не буду никогда. Никогда. И я не боюсь остаться без поддержки, без ничего, потому что этого не случится. Когда ты порядочный человек, когда ты достойно работаешь и достойно ведешь свою жизнь и свою работу, вообще образ, то тебе всегда даются, понимаете? У меня не было никогда страха. И у меня не было желания по-быстрому как-то заработать. И не будет этого. У меня это в крови нету вот этого. Гена барыги, отовсюду выжимать деньги. Тут 2 человека смотрят канал, уже реклама подключена. Смешно это все. Где там ведовство, где там магия? Нету, это чисто бизнес просто. Бизнес, понимаете, привлечь народ. Заходишь, смотришь эти гипноз, но они же пробегают рядом. На имени умерших людей. Этот врач бедный только умер, а уже его там призывают, его душу. Как вам не стыдно? Вы знаете, ладно, они там собирают лохов, на этом зарабатывают, но насколько же вы подонки, что вы вот не стесняясь сидите, аплодируете вот этому издевательству и клоунаде. Неужели вы думаете, что можно с мертвецами связаться через WhatsApp, Viber и прочую хрень? Это смешно, дорогие друзья, это реально смешно. Мир мертвых настолько закрыт, что только когда мы умрем, только тогда мы узнаем более-менее, что там происходит. И то узнаем и никому не расскажем. Мы не сможем никому это передать. Если бы люди знали, что их там ждет, они бы жили совсем по-другому. Но поскольку это будет нечестно, и Вселенная нас награждает не за то, чтобы мы были как шкуропоклонники, зная, что там будет, от страха были хорошими. Нет, мы должны сами по себе быть хорошие. И тогда это будет честно заслуженное место после смерти, понимаете? А если нам на секунду покажут, что там происходит, все ублюдки и подонки, которые грабят народ и людей, и все эти тюремщики и так далее, сразу превратятся в ангелов. Но это будет уже не честно. Это будет не по-настоящему. Поэтому вызывать и через мертвых зарабатывать. Каждый раз сенсация. От чего умер Кобзон? Да умер, потому что время пришло, потому что у каждого свое время. Вот у него такой был срок жизни, он помер. Зачем из этого делать бизнес? А для того, чтобы на громком имени зашли, кто-нибудь посмотрели. Это дешево. Вот поэтому у вас нет развития и не будет, а у меня есть. Потому что я никогда в жизни неуважительно не относилась ни к памяти человека, ни к могиле человека, ни к имени ушедших людей, ни к силам разным. Понимаете, уважение.
достойное поведение, порядочность, а это непорядочно. Это непорядочно. Тут же, как гиены, вот на умершем человеке делать имя, делать просмотры. Это дешево. А дешевый человек, он никогда в жизни не поднимется. Это нереально. Так вот, говорим о злой силе, вот это все и есть проявление зла на земле. Вот эти лекции посмотрите, чтобы понять, что на время злая сила находится на этой земле. Но его время, его срок подходит к концу. Он уже уступает темной силе. Во Вселенной есть темная сила и злая сила. Во Вселенной нет светлой силы, нет белой силы. Просто условно мы делим на 3 силы. Божественная сила, темная сила и сила зла, врата зла. В вратах зла царствует тот самый божок по имени Яхве, который, собственно говоря, на время захватил власть на земле. И злая сила, она питается нашей болью. Я говорила вам и повторяюсь, вы хотите, чтобы зла было на земле меньше? Как это сделать, дорогие друзья? Будьте счастливы. Вот просто будьте счастливы, делайте все, чтобы жить хорошо, жить счастливо, любить друг друга. И злая сила над вами будет не властна. Злая сила властна над людьми, которые несчастливы, которые себя загоняют, которые малодушные, которые ленивые. Вот там злая сила чувствует себя вольготно. Единственный способ победить зло в своей жизни – это быть счастливыми. Это себя сделать счастливыми, это работать, созидать, создавать и так далее. Ни митингами, ни какими-то переворотами, никак вы счастье себе не приведете. Вы все сидите, надеетесь на каких-то царей, которые должны родиться. Дорогие друзья, цари рождаются, живут, умирают подальше от нас. Никогда никакие цари всех людей не устраивали. Кому-то было, кого-то не устраивала власть всегда. Она никогда не была, скажем так, полностью такой, как нам хотелось бы. Несовершенна она была всегда по той простой причине, что во власти всегда сидят люди. Обычные люди, как мы с вами. У людей есть ошибки, у людей есть слабости, у людей есть глупости и так далее, и так далее. Поэтому человеческая власть, она никогда не будет совершенна. Ищите власть богов. Вот поклоняйтесь богам, у них просите. Они вам дадут все, что вы хотите. Ни президенты, ни премьер-министры, ни шейхи, ни короли вам не дадут ничего того, что дадут вам боги, потому что боги вас создали, и вы их дети. Понимаете, дорогие друзья? Так вот, как победить зло? Стать счастливым. Жить так, как тебе нравится. Работать, созидать, получать, строить, жить хорошо, передать своим детям эту мудрость. И вот тогда ты победишь зло. У меня есть один ритуал, называется «Трубка мира со злом». Как изгонять зло из жизни? Вот эти все ладан, себя осенить крестным знаменем, там какие-то молитвы читать, там какие-то травы жечь, чтобы они испугались, это все херня на постном масле, это все хрень собачья. Там нету ничего полезного, невозможно. Дорогие друзья, ладан, который рекомендуют носить в сумке, чтобы изгонять злую силу, этот ладан накуривали в храмах злых богов тысячелетиями. О чем вы говорите? Неужели возможно такие древние силы изгнать какой-то там корой дерева, какой-то травой, каким-то металлом в виде креста и прочее? Нет. Они сильны точно так же, как и силы тьмы. Их тоже нужно уважать. Их тоже нужно уважать, и с ними нужно договариваться. Но если вы хотите время от времени очистить свою жизнь от злой энергии, что такое чистка вообще, порча и так далее? Это очистка жизни от злой энергии. Злая энергия все останавливает, не дает просвета и развития, потому что она должна вас подавливать. Политика подавливания человека, это именно идет от злой энергии. Она должна вас подавливать, чтобы питаться вашими страданиями. Вы, когда страдаете, вы отдаете такую вот мощную энергию им, но отрицательную. Это их энергия. Это энергия злой силы, которая приходит из врат зла, из черной воронки. Слышали когда-нибудь черная воронка Вселенной? Вот это и есть царство злой силы, которое на время царствует и существует на земле, но постепенно отходит в сторону.
Так вот, трубка мира со злом – замечательный ритуал, если вы хотите время от времени избавиться от злой силы. Но сейчас я хочу вам подарить еще один ритуал, не менее сильный. Можете и вместе провести, но вот те лекции, которые в начале ролика я перечислила, все-таки посмотрите. Посмотрите, чтобы полностью понять. Нужно осознать и понять, осознанно подходить к каждому делу, каждому ритуалу, чтобы логика ваша работала, и вы поняли, к чему, зачем, почему вы это делаете. Понимаете? Магия – это точная наука. Магия – это не абсурдные какие-то фантазии. Магия, на самом деле, это реальность. Реальная наука и ремесло, к которому надо подходить ответственно. Неважно, вы поклоняетесь или служите этой силе. В любом случае, и в этом, и в том случае вы должны подходить ответственно. Понимать, к кому вы обращаетесь и что вы просите. Итак, начнем. Читается 6 раз. Оставляйте значит, этот напиток до 3 часов. Ну, можно и больше, но 3 часа пусть стоит. Испаряется все, она обесточится, а потом выливайте. Больше ничего не нужно, никуда относить, ничего откупаться. Когда чувствуете, что вокруг вас накапливается злая энергия, когда у вас начинается уже нервотрепки, внутренние какие-то паника, а паника и вот эти вот панические атаки, это как раз говорит о том, что вокруг вас много сгущается злой силы. Когда у вас злость, понимаете, вы весь день ходите, вы должны что-то сделать, а у вас руки просто не подчиняются, ничего не хочется. Какое-то вот состояние вот озлобленности на себя, вот неврозности, такой вот раздраженности. Это говорит о том, что они находятся рядом. Когда они находятся рядом, наше подсознание, наша энергия вот так и реагирует. То есть она злится внутри, панические атаки, нехорошие предчувствия. Вот в такие моменты проводите этот ритуал, очищайте свое пространство, свою жизнь от злой энергии. Они будут приходить и уходить, они всегда рядом, никуда не денешься. Это точно такая же сила Вселенной, как и любая другая сила. Но с этой силой надо уметь договариваться или правильно просить уйти, понимаете? Начнем. О сила зла, пришедшая из врат зла, из гиблой воронки, я обращаюсь к тебе. Знай, я принадлежу темной стороне. Я не живу по законам зла. Я не подданная злого царства. Я отрекаюсь от зла и не признаю тебя, извиняюсь, рабом зла. Я темная, я не злая. Я под покровительством мироздания. Я дитя Вселенского Творца. Я не подчиняюсь Яхве. Я признаю родителями богов и богинь. Я их чадо. Я сильна тьмой. Не съедать тебе мою жизненную силу. Не имеешь ты власти надо мной, над моим телом и душой. Я заклинаю именем Вечного и неизреченным именем Творца, Вселенского разума, именем тьмы и света, неба и земли и чашей справедливости, суда богов. Я отправляю тебя, злая сила, к твоему повелителю Яхве, ворота зла, в черную воронку. И свидетели мне великие боги, ты больше не имеешь власти надо мной. Я угощаю тебя в последний раз. Набери сил в дорогу и направляйся в гиблую воронку. Кто верует в богов и в их силы, над ними сила зла не властна. Так и есть истинно. Я хочу, чтобы вы поняли, что Творец Вселенной – это совершенно не тот Творец, о котором толдычат все религии. Это совершенно иной Творец, тот самый вечный Бог, Верховный Бог, который в разных культурах по-разному называется. Он есть Отец богов и Создатель Вселенной. Речь о нем. Проводите иногда такое, и даже некоторые болезни от вас отстанут, потому что болезни тоже даются злой силой для того, чтобы человек был угнетенный, страдал, и тем самым снабжал их постоянно вот этой энергией боли. Всем удачи, всех благ, и еще раз вам напомню,
Хотите, чтобы зла было меньше на земле, будьте счастливыми. Всем удачи!